Андреа Гейл – это коммерческое рыболовное судно, которое было потеряно в море во время шторма в 1991 году. 28 октября 1991 года было зафиксировано его последнее зарегистрированное местоположение в 290 километрах к северо-востоку от острова Сейбл. Андреа Гейл было 72-футовым коммерческим рыболовным судном, построенным в городе Панама-Сити в 1978 году и принадлежавшим Роберту Брауну. Портом приписки был Марблхед в штате Массачусетс. Судно отплыло в свой последний рейс, выйдя из гавани Глостера, 20 сентября 1991 года и направляясь в Гранд-Бэнкс в Ньюфаундленде у побережья Восточной Канады. После неудачной рыбалки капитан Фрэнк Билли Тайн-младший направился на восток к Флемиш-Кэп, где, как он полагал, им повезет больше. Несмотря на прогнозы погоды, предупреждающие об опасных условиях 26-27 октября, капитан взял курс домой, прилегающий именно на это время. Во время этого генератор льда корабля работал со сбоями и не смог бы поддерживать улов в течение длительного времени. Последняя передача от судна Андреа Гейл была около 18 часов вечера, 28 октября 1991 года. Капитан связался по рации с Линдой Гринлоу, капитаном Хана Боуден, принадлежащего той же компании, и сообщил свои координаты. Судно было около 261 километра к востоку от острова Сейбл. Он также предоставил отчет о погоде с указанием волн с высотой 9,1 метра и порывов ветра до 150 км в час. Последними записанными словами капитана были: «Она идет, мальчики, и она идет сильно». Юнгер сообщил, что шторм создал волны высотой более 30 метров. Но мониторы океанских буй фиксировали пиковую высоту волны только 12 метров. Однако данные ряда метеорологических буй в непосредственной близости от последнего известного местонахождения судна зафиксировали пик волнения, превышающий 18 метров в высоту с 28 по 30 октября 1991 года. Тем временем буй у побережья Новой Шотландии сообщил о высоте волны 30,7 метра. Это самая высокая из когда-либо зарегистрированных волн в прибрежных водах провинции. 30 октября 1991 года судно было объявлено пропавшим. 106-е спасательное крыло Национальной гвардии Нью-Йорка, береговой охраны США и береговой охраны Канады начало масштабные поиски в воздухе и на суше. В конечном итоге поиск охватил более 640 тысяч квадратных километров. 6 ноября 1991 года аварийный указатель местоположения судна Андреа Гейл был обнаружен выброшенным на берег острова Сейбл в Новой Шотландии. Морской аварийный радиобуй и авиационный аварийный радиомаяк был разработан для автоматической отправки сигнала бедствия при контакте с морской водой. Но персонал канадской береговой охраны, обнаруживший маяк, не убедился окончательно, был ли переключатель управления включен или выключен. Власти отменили поиск пропавшего судна 9 ноября 1991 года из-за низкой вероятности выживания экипажа. Топливные бочки, топливный бак, пустой спасательный плот и некоторые другие части были единственными найденными обломками судна. Само судно предположительно потерялось в море где-то на континентальном шельфе недалеко от острова Сейбл. История Андреа Гейл и ее команды легла в основу книги Себастьяна Юнгера «Идеальный шторм» 1997 года и экранизации фильма в 2000 году.